Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и совсем недавно Konami ввели нам в игру еще две сборные, доступные за 900 золота для покупки в eFootball 2023, как мобайл, так PC и консольная версия. Это Португалия и Бельгия. Поэтому я хочу с вами поговорить, стоит ли их брать, хороши ли игроки, и ставил бы я их в основной состав. Ну и по прокачке мы тоже все это дело посмотрим. Давайте начнем с Португалии. Тут у нас есть Криро, многие любят Криро, поэтому, собственно, с этого и будем начинать. Напоминаю, что если тебе нужна актуальная информация по eFootball 2023, можешь подписываться на мой телеграм, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Если же тебе нужен донат с российских карт, так как они под санкциями в мобильную версию, то пиши мне в личку в телеграме, ссылочка абсолютно там же. Итак, давайте начнем с игроков. Значит, у нас первый это вратарь Португалии Коста. Нажимаем на максимальный уровень, вот такую прокачку предлагает сайт и дает нам рейтинг 92 на максимальной прокачке. При сыгранности 100 этот вратарь будет 94. Давайте смотреть, какие у него версии были. Итак, у нас были уже его 92-е версии, причем от команды недели. А обычно же его версия качается до 90 и стоит 47 тысяч. Честно, вратарь здесь достаточно паршивенький, и, конечно, в основной состав я бы его не ставил. Хотя вы сами знаете, вратари у нас иногда самые паршивые, такое выдают, что хрен его знает. Далее у нас Леао, левый вингер. На максимальной прокачке сайт нам говорит про 94. Если добавить, если он будет при сотне сыгранности, он будет у нас 97. Конечно, сразу выделяем потрясающую скорость и ускорение, и его универсальность, он может сыграть и на левом полузащитнике, и на центральном нападающем, и также у него есть навык суперзамена. И честно, я бы ставил его в основной состав. Объясню почему. Он реально рвет на центральном нападающем. Да, там стиль не работает, но с ростом 188 и скоростью и ускорением лучше, чем у Мбаппе, он реально разрывает. Абсолютно никакого паса, поэтому на левом нападающем и левом полузащитнике смотрится он достаточно блекло. И я, конечно, вас поздравляю, если у вас получилось поймать его карточку из команды недели. Давайте глянем, какие у него варианты были. Вот она, команда недели с потенциалом 94. И он просто охренительный. Там позиция левый полузащитник, я вам рассказывал, что с командой недели меняются позиции, и потом на других позициях он выступает гораздо лучше. Также он был у нас от Милана с рейтингом 96, еще из какого-то пакета с рейтингом 94, и обычная карточка его 93, стоит он 170 тысяч. Ляо хорош, если у вас нет его других вариантов специальных карт, то я бы ставил его в основной состав. Далее Бернарду Силва, атакующий полузащитник на максимальной прокачке, при вот такой вот прокачке у нас он 95, при сыгранности 100 будет 98. Может сыграть центрального полузащитника, куда бы я его не ставил, потому что в защиту он не умеет абсолютно. Может сыграть правого нападающего, в принципе нормально, правого полузащитника тоже в принципе нормально, пас низом, пас навесом присутствует, бежать кое-как будет, ускоряться вернее, бежать будет не особо. Великолепнейший баланс на уровне Месси, и карточка сама хороша. Конечно, если вы собираете Манчестер Сити, прям залетит. Значит, была у нас его 94-я версия, была 96-я версия, это 95-я, также есть у нас обычная карта, которая у нас 94 на максимальной прокачке, стоит она 300 тысяч. Здесь, конечно, хорошо, что все стили по 90, поэтому кроме Манчестер Сити вы сможете использовать его в любой команде. Игрок очень даже неплох, реально напоминает мне Месси, вот эту вот легендарную карту, которую можно купить сейчас за 1500 золота, разве что такой дикой реализации, как у Месси, нет. Ну, тут уж везде свои минусы. Ну и штрафные, да, бьет хуже, и подкрутка, естественно, хуже. Но такой себе Месси лайт-версия, тоже стиль креативный плеймейкер, тоже атакующий полузащитник у нас позиция, вполне себе пойдет. Далее Невес, вот он меня удивил, смотрите, на максимальной прокачке он имеет пас низом и пас навесом 96, ну, 92, 96 и 95 общего рейтинга. Прикол в чем? При сыгранности 100 он будет 97. Это, во-первых, очень много, в принципе, для Рубена Невеса, ну вы серьезно. Вот. И главное, при прокачке 100 у него навес будет 98. Подвинься, Бекхэм называется. Жалко, что этот парень не играет на фланге, жалко, что он играет в центре. Тем не менее, навес у него будет просто потрясающий. Так, если смотреть, в целом очень неплохой
центральный полузащитник, который умеет и в защиту, может выдать великолепный пас, может кое-как подриблить, ну, со скоростью и ускорением, конечно, здесь беда-печаль. В остальном, ну, мне нравится такой типа а-ля Пирло, почему бы и нет, Пирло сейчас не получить, а этот парень вполне себе тоже задирижерит. Значит, у него всего две версии было, это вот 95-я, которая сейчас, и 92-я обычная карточка, стоит она всего лишь 100 тысяч, поэтому вот Невеса я бы ставил в основной состав, по крайней мере попробовал бы. Дальше Отавио. Максимальный рейтинг у нас 94, на сыгранности 100 будет 96. Здесь сказать про него особо нечего. Такой стандартный правый полузащитник. Бежать может, скорость ускорения есть. Баланс присутствует, выносливость присутствует. В защиту особо не умеет, при этом кое-какие пасы отдать может. Кое-что надриблит. Вот сказать больше нечего, действительно, в основной состав бы я его, конечно, не ставил. Были у нас его карточки 93-е, была 88-я, вот такая вот, 94-я сейчас, была 91-я, и, как я понимаю, 91-я это обычная карта. Стоит обычная карта его 70 тысяч, мне кажется, что он интереса особо не представляет. Бруно Фернандеш, да, ребят, кто подписан на мой телеграм, знаю, что там сейчас в Konami стартует Бруно Фернандеш Кап, можно получить его специальную карточку, но не для нас вообще никак, там 6 стран всего участвуют. И, к сожалению, ни VPN, ни смена региона не подойдет. Так, Фернандеш, 94 у нас на максимуме. Сразу выделяем классный стиль атакующий полузащитник, то есть он реально будет идти в атаку, он реально будет помогать. И при этом хороший пас навесом. Ну, не знаю, насколько на позиции атакующий полузащитник ему нужен пас навесом. Если вы играете за кидушечками, то, конечно, да. Не сильно быстрый, не сильно техничный, при этом передачу какую-то отдать может. Тут главное, что у него класснейшее умение для атакующего полузащитника атаковать. Реализация, конечно, немножечко подкачала, но что поделать. Да, Фернандеш будет 97 при сыгранности 100, и его версий, посмотрите уже сколько нахрен было. Тут просто смотришь и такой типа, ребят, нахрена его так много, я понимаю, что он ваш амбассадор, но почему его так много, может быть немножечко остановимся, клепать одинаковые карты, Konami, мать вашу, ну вот это все. Лучшая его версия была у нас 95-я, насколько я понимаю, обычная его карта качается до 93, стоит 180 тысяч. В принципе, Бруно хороший, крепкий товарищ, но вот даже, допустим, легендарную его версию я себе не брал. Я считаю, что, ну, для меня есть игроки поинтереснее. Но в целом, максимально крепко, 97 при сыгранности 100, очень даже хорош. Гурера, кстати, тоже меня удивил. На максимальном уровне 94 будет. И 96 будет при при сыгранности 100. Что у нас здесь? Левый защитник, который умеет защиту, который умеет в пас, который может классно ускоряться. Да, скорость не то чтобы особо хороша. Великолепный баланс тела, великолепная выносливость, пушечный удар. Знаете, я бы ставил его в основной состав, но я бы его минимум там попробовал. И может быть даже не на позиции не левого защитника, а левого полузащитника. С его хорошим пасом низом и пасом навесом и пушечным ударом. Вот там, мне кажется, он мог бы оказаться очень даже интересным. Значит, его всего 3 версии было у нас. Была 91-я от команды недели и 91 его обычная карточка на максимальной прокачке, стоит 76 тысяч. Вот эта 94-я, ну плюс, естественно, сыгранность 100, с которой он будет 96, мне кажется, может быть очень-очень хороша на левом полузащитнике. Далее Жоао Канцело, опять же, игрок, которого я бы ставил на правого полузащитника. На максимальной прокачке 95, 97 будет иметь с сыгранностью 100, и с сыгранностью 100 пас навесом у него будет аж 94. Реально, та же фигня, что и с Геррера. Смотрите, у него есть и дрибла, он кое-что умеет в защиту, он нормально бегает. При этом у него замечательный пас навесом, и даже умение атаковать присутствует. Ставишь на правого полузащитника и вешаешь Аки Бекхэм в штрафную. Так сказать, более дешевая версия Бекхэма. Значит, было у нас его тоже достаточно много разных карточек, и самая, как я вижу, рейтинговая была 97-я, это 95-й. Кстати, обычная карточка качается тоже до 95, стоит 450 тысяч, один из самых дорогих защитников в нашей игре, но у обычной карточки даже близко нет вот этих вот 90 в каждый стиль, что я считаю сейчас очень важным. Перейра. 91 максимальная прокачка, опять же, если собираете ПСЖ. Перейра будет 93 при сыгранности 100. Что здесь выделяем? Хорошие статы в защиту. В остальном, ну да, есть корпус, есть игра головой, но при этом, допустим, просто ужаснейшее ускорение и баланс тела. Пас тоже особо ничем он не выделяется. Такой четкий разрушитель, дичайше умеет в защиту и бегать особо не умеет. 2 карточки его всего было, обычная карточка качается до 89, стоит 32 тысячи, так сказать, ну полные копейки. Пепе, тут он меня удивил, но своей несбалансированностью. 92 на максимальной прокачке,
прокачки, 94 будет, если будет сыгранность 100. Посмотрите даже на 92, посмотрите на эту агрессию 99. Просто вот собака, которая тебя разорвет нахрен. Да и в принципе все статы в защиту просто колоссальные. Но при этом других статов практически нет. Да, есть прыжок корпуса, игра головой, опять это защитные статы. Ускорение, полная жопа, выносливость, полная жопа, баланс, жопа, паса нет, дрибл, ну вообще ничего нет. То есть кроме статов в защиту. Пепе такой не лает, не кусает, но очень больно отпинает, если просто к нему приблизиться. Классный набор навыков. Но хотелось бы хоть чуть-чуть других статов, я понимаю возраст. В защиту статы космос. В защиту у него статы лучше, чем у Ван Дейка. И Де Лихта, и там многих-многих кого еще. У него в защиту статы, блин, лучше, чем у Несты. Вот. Но, тем не менее, остальные статы ему все скрутили почему-то нахрен. Несколько версий у нас его было. Тоже 92-я выходила от какого-то набора. Но обычный Пепе у нас 90 и стоит 51 тысячу всего. В основной состав я бы его... Ну, я бы попробовал. Я, если честно скажу, что мне кажется, с таким ускорением паршивейшим он будет очень часто пропускать игроков противника, но с такими статами в защиту это просто что-то космическое. И Криро, конечно же, на максимальный уровень 95 при вот такой вот прокачке. С сыгранностью 100 будет иметь 98. Не самая лучшая карточка Роналду. Да и что рассказывать о Роналду. Роналду есть Роналду. Роналду, как обычно, Роналдный. Великолепное умение атаковать, классная реализация, хорошая сила удара, бежать тоже кое-как будет. Единственное, я смотрю на его пас низом и пас навесом. Но как-то Konami, мне кажется, немножко тут перекрутили со статами. То есть такие типа, если центральный нападающий, то пас он будет отдавать как трехлетний ребенок. Ну, не знаю, как по мне, это глупо. Это не лучшая карточка Роналду, которая у нас была. Лучшая на данный момент у нас из пака Манчестер Юнайтед. Там Роналдо разгоняется аж до соточки при сыгранности. При этом обычная карточка у нас качается тоже до 95 и стоит 500 000. Опять же, разница с обычной карточкой, то, что здесь будет со стилями все получше. Вот такая вот сборная Португалии. Брать ее или не брать? Если бы вы спросили у меня, я бы сказал, что, ну, наверное, я бы все-таки взял. Я бы взял ее за счет Криштиану Роналдо. 90 под все стили он прям залетит. За счет интересного Пепе с просто дичайшими статами в защиту. За счет того, что я собираю Манчестер Сити, а поэтому Канцело и Бернардо Силва прям хорошо в залет. Геррера тоже бы взял, если бы выстраивал команду под навесы с флангом. Вот как раз бы ставил направо Канцело, налево Геррера. И они бы у меня в штрафную грузили. Бруно Фернандеш просто достаточно неплох. И Рубен Невес меня удивил вот этим пасом навесом. Очень-очень хорош тут, то есть на уровне Пирла. Ляо классный, но если нет его карточки от команды недели, либо от Милана или еще от чего-то. То есть в целом, эту сборную я бы брал. Игроки интересные есть, прокачивать есть кого. Пиши, брал ты эту сборную или не брал, или какую из сборных ты выбрал, или ты вообще все взял, люди у нас есть разные. Ну а чуть позже, ближе к вечеру, выпущу то же самое по Бельгии, и сразу спойлер на завтра, завтра будет обзор на Месси. Вот такие дела, наконец-то я за него все-таки сел. Поэтому не стесняемся поддерживать, ребят, это все очень помогает. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.